Если кто не знает, у нас уже август месяц. В Сибири наступил. Не знаю, как в других регионах, но у нас уже август. В связи с этим надо снять обзор. Августовский обзор. Показать, что в хозяйстве осталось, что прибавилось. Ну и пойду с самого начала, как говорится, со старого сарая. Добрый день, друзья мои. Сейчас я начну вам показывать. И первое, что вы увидите, наверное, это будут цыплята, которых вы видели в прошлом месяце. Только вылупились. Сейчас посмотрим на их изменения. Ну что вы меня испугались, а? Вы ж уже большие. Я каждый день к вам прихожу. 2 раза в день в одно и то же время. Утром и вечером. Успокаивайтесь. Перепелочек у меня осталось 2 клетки. Примерно штучек 60 в общей сложности. Пересадил я на прошлой неделе здесь мальчиков с девочками. И здесь мальчиков с девочками. Сейчас, получается, еще недельку посидят. И можно собирать яйцо на инкубацию. Надо вывести немножко на мясо. Кушали мы, делали бульончики. 4 штучки забили. Бульон жирненький, бульон наваристый. Желтенького цвета. Ну, красивый. И лапша получилась обалденная. И яичко у нас сейчас в ход идет. И маринуем, и так едим. Так что надо немножко мяска поднарастить до конца лета. Ну и здесь у нас 3, 6, 9, 11. Все правильно. 11 мальчиков. 10 мальчиков, 1 девочка. Ну это выбраковочка. Это вот однозначно на супчики пойдут. Вот так вот. Нам сейчас просто некогда ими заниматься. У нас утка за бой идет. Гусики ходят, бродят, изничтожают, до чего могут дотянуться. Здесь выкосили. Дядя Вова чуть-чуть подправил. Вкопали мы 2 столба. Вот они. Навесы повесили. Это у нас теперь калитка. Она открывается. И покажу вам какой-нибудь день. Сниму, как их будем выгонять пастись. Пока они двигаются у нас по закрытой территории. Сильно я не переживаю. Зелень у них еще на огороде есть. Так что кому надо, они бродят по всей территории. Кому надо, кушают овес, кому надо, кушают зеленку, лебедушку. Так что вон вдалеке тоже достал, хомячит. Все у них пока замечательно. Ну и птичка, конечно, подрастает. Видно, даже не то, что с каждой недели, с каждым днем видно, что все у них пока нормально. Гуси, гуси! Га-га-га. Такие они себе шалаши наделали. Внизу все схомячили. Сверху листочки. Сидят в теньки. Отдыхают.
Сейчас пока есть на этой территории зелень, мы гусенка на пастбище не выпускаем. Не из-за того, что нам неохота. Просто сейчас идет интенсивный забой утки. Вчера мы убрали 16 штук, позавчера 19. На это уходит целый день. Поэтому я думаю, пока здесь еще зеленушка есть, гуси мои протянут, пока забой закончится. А как только закончится забой, значит мы сразу пойдем по утрам гулять. Вместо того, чтобы насыпать им зерновые, я буду открывать эту калитку, которую мы здесь Вовой сделали. Они уже знают, они уже выходили один раз, пробный, как говорится. И все будет нормально. Нужно немножко времени и терпения. Воды им хватает, зелени им хватает. Где-то мы еще вечерами пропалываем огороды, кидаем их. Так что без зеленушки гуси точно не остаются. Во. Куда-то полетели. На юг собрались. Да вы, мои дорогие. Вон крылышки какие уже повырастали. Ну, все нормально. С гусем все нормально. Утки на меня обиделись. Ну, есть, конечно, за что. Я их каждый день шугаю. И по несколько штук уходят из стада и не возвращаются. Вчера убрали 19 штук. Мама проколпашилась до 15 минут второго. Я говорю, больше столько не будем убирать. Вроде и втроем, и теща приехала, помогает, но все равно тяжеловато. 15 штучек самое нормально в день убирать. И вдвоем мы убирали, и втроем это будет самое замечательно. Ну, мама сказала, если за сегодня-завтра еще уберем 26 штук, значит сотни не будет. Сотня это практически, я так думаю, экватор. Ну, там потом должно на уменьшение пойти. Не знаю. Ну, к следующему-то обзору-то точно их уже не будет. До следующей недели не знаю, успеем или нет. Хотелось бы. Уже надо заканчивать эту эпопею. И так она подзатянулась в этом году. Ой, вчера ловил утку. Вон там, видите, грязюка. Вот я захожу потихоньку, выгоняю ее вот сюда. И вот здесь уже практически все было сухо. Но вечером опять прошел дождь. Я сейчас как представлю, что мне опять бегать и гоняться за ней. Вот, кстати, моя приблуда. Ее в прошлом году дядя Вова сделал. Я ее в этом году уже 2 раза сломал, отремонтировал. Вот таким макаром это происходит. Уточка. Ну, подбегаю к ней, придавливаю, беру в руки. Не стал я сачок покупать, как мне советовали. Дядя Вова сделал хорошую штуку. Вот. Корма сейчас, слава богу, если я еще на той неделе высыпал утром мешок, то сейчас я вот 2 ведра принес. И вот смотрите, пшеничка еще вот осталась, вот. Я уже больше голубей кормлю, наверное. Где эти? Сидят воровайки. Ждут, когда я закончу съемку. Ладно, пусть кушают. После уток начнем с забой голубей. Вот каждый день такая история. Вот где-то вот этот вот хулиган, куда ты идешь, находит дырочку. Я не скажу, что это отверстие, это реально дырочка. И я вот ее, если честно, в заборе не вижу. Но он же где-то вылазит. И вот будет ходить весь день вдоль забора и пищать. К своим хочет. Ну какого ты ляда тогда вылез? Если ты хочешь к своим, и при этом ты где-то находишь отверстие, чтобы свалить от своих. Пойдем, я тебя поймаю. Давай, выходи. Я в лужу не пойду. Стоять! Стой, говорю. Стой, стреляю. Стою, стреляю. Иди, мой хороший, иди. Ну что ты меня заставляешь с утра фитнесом заниматься? Я еще за день набегаюсь, а? Ты, вот где-то же ты здесь. Где-то же ты здесь пролазишь, а? 100%.
Где-то же ты находишь дырочку. Я в крапиву не полезу. Ну все, да, все, мой хороший. Все, иди. Опа-на. Все. Скоро я с утиного загона вот с этого выйти не смогу. Смотрите. Тыква свисает. Эти ее сколько достают, хомячат. Но это ладно. Я сейчас вам... О! Я даже вот сюда пробраться не могу. Вон она, тыква лежит. Я сейчас вам покажу масштабы катастрофы. Я скоро вот здесь вот не смогу выходить. Смотрите, что творится. Елена Владимировна в этом году, я это называю, психанула. Ну положи ты в каждую лунку по семечке. Нет, она положила по 3, 4, 5. И все взошло. Как назло. Здесь мало того, что бурьяном все заросло. Здесь кабачки. Вон до самого конца вот этого навеса. Я уже даже туда не лазю. Там и тыквы, и кабачки, и все там только нету. Ой. Ладно. Этим тоже надо заниматься. Батыр, иди хоть тыкву проряди, а? Ну я же снимаю. Что ты, блин? Фу, какой ты некрасивый. Гортензии радуют. Все тоже распустились. И тыква цветет в этом году. Тепло, хорошо. Тепло, дождь. Вообще для земледелия погода обалденная. Ну, вот она, бежит собака. Пошли домой. Эти две самые умные. Я сыплю в 3 кормушки. Вон там он, 3 кушает. Сейчас там схомячат. Прибегут этим помогать. Ну, кушайте, кушайте. Сено им потихоньку накладывал, и уже дошло вот до этой перекладины. Ну, объедя, есть где-то грубое, есть где-то, может, чуть-чуть попадается подпрелое, но не едят. Перевернули мы эту телегу. Вот здесь же у нас дожди шли, здесь немножко грязновато было, и у меня, получается, один пролет вот этот не был закрытый. Все, сделали мы полностью крышу, осталось зашить вот этот фронтончик. А здесь у нас, получается, конструкцию мы завершили, оцинковочка, все закрыто. Так что уже повеселее. Мне уже несколько раз задавали вопросы, почему я не пасу коров и почему я не кашу им зеленую траву. Друзья мои, ну, это телочки стоят, они у меня на откорме. Это не молочные коровы будут, они не будут покрыты быками, они будут жить только до ноябрь-декабрь. Под Новый год мы их все-таки будем убирать и продавать мясом. Поэтому откормочных животных кормят интенсивно. Я вообще одного дяденьку слушал, он говорит, они даже сена не дают. У них, ну это про быков был разговор, ну принцип тот же самый. То есть дают солому,
и дают зерновые. Никаких выгулов, никаких гулянок, как говорится, чтобы они не растрачивали энергию. Стоят они в загоне, наедают мясо, жир, ну и все такое. Поэтому так. Тем более у меня сено, ну здесь осталось раз, два, три, 6 или 7 рулонов. И еще у меня вон в роще стоит тоже небольшой гурт. Ну и вчера звонил, с ребятами разговаривал. Начался уже сенокос, так что скоро завезут свежего. У меня, видите, какая засада в этом году? Вот, это все плохое сено. Вон где ящик стоит. Не видно, да, плохо видно. Там тоже. Все вот это, вот эти все гурты, это плохое сено, прелое. В прошлом году я уже рассказывал, что заготовка была отвратительная, шли дожди. Много привезли сена пролитого и отходов очень много. Поэтому я брал с запасом и взял с очень хорошим запасом. Не люблю я бегать, прыгать, кричать: караул, помогите, скотину кормить нечем. Я знал, что так и будет. Немножко в этом году мне будет потяжелее. Все это потом надо вычистить, подготовить под новое сено. Так что это скармливаем, готовим мой импровизированный сеновал. Еще, видите, щели есть, еще надо немножко здесь кусочком крыши позаниматься, стены подлатать. Так что после забоя утки это будет первоочередная задача. У меня почему-то трактор всегда откладывается на потом. Сначала вот это сделаю, берусь за трактор. Потом что-то вылазит новое, опять вот это сделаю, берусь за трактор. И походу трактор будет как памятник стоять точно до следующего года. Если я его под крышку зимой не загоню куда-нибудь и не начну ковырять уже по морозам. Даже страшно подумать про это. Вот правда, 6 лет, уже 6-й сезон. Я даже не годами, а сезонами считаю. Вот 6-й сезон я уже занимаюсь хозяйством. И вот правда, вот год на год не приходится. Иногда прям идет все как по маслу. Иногда бывают небольшие затыки. Вот. А как в этом году-то у меня что-то прям не камильфо, как это говорится. И вот вроде одно звено выпало, слабое звено, и все кувырком пошло. Вот меня в этом году очень сильно подвела утка. Во-первых, передержка на 20 дней, это сдвинуло все графики. То есть, если бы мы начали... Я не жалуюсь, там, что она там вес не набрала, не жалуюсь, что был падеж. Это, естественно, нормально. Ну вот, временные рамки сдвинулись на 20 дней. Сейчас надо заняться трактором, убрать, подготовить сеновал. Сейчас надо заняться, выпускать уже гуся на траву. Это экономия корма, это движение, это поедание зеленой массы, лучший набор веса. Тоже не могу, потому что все зависит теперь от забоя. Сейчас с мамой вот пока управляемся, иногда тоже разговариваем между собой. Не всегда, конечно, разговариваем, но иногда болтаем. Вот, я говорю, сейчас еще посмотрели на утку. Хоть мы и убираем там по 15-16 штук в день, но еще дней 10 минимум. А дней 10 это уже, вторая половина августа. Ой, а там уже и сентябрь не за горами. Начнется картошка. У мамы встала засолка огурцов, у мамы стала засолка помидоров. И все из-за этой утки, будь она неладна. И вот каждый год приходится что-то корректировать в своей жизни. Думаешь, если все будет хорошо, будем так делать, будем сяк делать. Вот сейчас я уже хожу, и у меня дурная, конечно, мысля посещает. Может, на следующий год действительно не взять утку. По совету подписчика в чате общаемся. Он говорит, где они у тебя находятся. Загони тракторишку, перепаши, засей какими-то травами. Пусть годик отдохнет это помещение, ну, выгул этот. И вот думаю, может, правда, сколько я в этом году с этой уточкой поднамучился, может, правда, на следующий год вообще ее не брать. Или есть у меня еще один загончик. Так, взять чисто для себя штучек 50, ну, 100 максимум. Ну 150 это предел, до 200, не более. И вот так. Вот эти вот дурные мысли меня посещают. 50 возьмешь, думаешь, ну все равно ж ходишь кормить. Да, уже пусть где 50, там и 100. Да что 100, давай еще на сотку больше. Каждый год такая кухня у меня. И каждый год я гусей больше не беру, и уток больше не беру.
Не слушайте. Не слушайте этих блогеров. Они все балаболы. Ладно, друзья мои. Я же могу тоже иногда минутную слабость такую высказать, там какие-то недовольства, там, что у меня того не будет, всего не будет. Если даст Бог здоровья, буду жив-здоров и ничего у меня болеть не будет. Все будет, помаленьку, потихоньку все будет. Не будет уточки, займем место чем-то другим. Кроликов заведем. Вот. Не будет кроликов, страуса возьму. 2. Вот, так что все будет хорошо. Это я так похихикать, пустить скупую мужскую слезу, как говорится. Ну и стало сразу легче. Выговорился. Вот девочкам хорошо, они поплакали, им легче становится. Ну, а нам надо выговориться. Так что все, словесный понос закончился. Идем дальше работать. Силу воли в кулак и не расслабляемся. Что ты кричишь? А? Что ты кричишь? Ну вот же мамка тебя нюхает, вот она рядом. Под конец июля принесли нам 3 ягнят. Вот эта рыжая полукатумочка и одна романовка. Рыжая 2 принесла, романовка 1. Вот они, черные горошины, крутятся. Первый день орут. Вчера уже ближе к вечеру выпустили. Идите ешьте, вон же я еще насыпал. Чего вы толпитесь? Иди, вон стоит. Смотри. Вот они. И вот оно, 3. О, все, вот ты с мамкой и все. Чего орать-то? Ой, господи, да вы такие голодные, вот как я сейчас. А, нет, все-таки голодные, да? Там почему-то вкуснее. Стадное чувство. Не, кто умный, чтоб не толкаться, знает. Он, беляш, идет себе, бубенцами звенит и начинает кушать. А вот и свежая водичка подоспела. Вот и водички вам налили. Ну все. Сено есть, овес есть, вода есть. Живите и размножайтесь. Иногда вот так вот кинешь им покушать или травы и залипнешь. Стоишь, смотришь, минуту, 2-5, потом слышишь сзади такой: ты будешь работать или нет? И ты такой: тебе 52 года, а ты такой маму испугался. Насчет криков и испугов это, конечно, шутка, но позалипать, вот так вот постоять, посмотреть, как они хомячат, это, конечно, очень забавно. Надо как-нибудь будет ролик сделать. Вот так вот, полчаса. Кидать им травы. Кабачок кинуть, как они его дербанят. И просто молча показывать вам, как все это дело происходит. Еще бы было бы как в мультике, помните? Когда этого бычка-то кормил, так стоит, кушает, такой дум-дум. Вот тогда было бы вообще бы прикольно. Если бы прям на глазах они вес набирали. Ну, набирают, вижу, растут. Он даже Хрущев и тот уже чуть-чуть поболее стал. Ну, наглый. Я говорю, ну вот не зря ему такую кличку дал. Маленький, кругленький и наглый. Спрашивали меня в комментарии про то, что поросята утилизаторы и как они употребляют в еду кишки. Смотрите, друзья мои, кто никогда не видел и кто спрашивает, варю я их или не варю, поверьте мне на слово, я так понимаю, эту всю процедуру Елена Владимировна покажет в черно-белом цвете, ну, дабы YouTube, Рутуб и все остальные площадки нас не забанили. В черно-белом, говорят, можно это показывать. Я вот клянусь вам, вчера мы резали овечку, и сегодня мы резали овечку.
Если вы доверяете мне и верите на слово, через 15 минут от этого не останется ни грамма. Вот абсолютно ни грамма. И здесь всего 7 штук. Никакого варева, никакого там жарева. Все, просто все, что осталось, кину. И вы увидите, я вам через 15 минут покажу, что здесь будет чистое поле. Куры у меня какие-то шугливые. Опять они меня бесить начали в этом месяце. Смотрю, одна села на яйцо, потом вторая села на яйцо. Короче, в общей сложности сидят 4 штуки. Подложил я под них яйца, у одной было 12 штук. Вчера смотрю, уже сидит 3-ю неделю. Вчера смотрю, встала, видать, попить или покушать пошла. Может, в туалет захотела. Блин, под ней 2 яйца, куда остальные делись? Или укатили в другие гнезда. Ой, и яиц теперь не несут, и цыплят, походу, не будет. Ну ладно, это моя самая меньшая проблема и забота. Сколько есть, все наше. Ну а так, в принципе, выгул у них есть. Траву кидаем, зерно даем, вода даем. Все, пусть живут как хотят. Я же говорю, бесят меня. Самая главная новость, наиглавнейшая в этом сезоне, это то, что мы все-таки накрыли этот навес. И это просто меня безмерно радует. Я где-то показывал, шорты снимали, маленькие ролики были. Мы чуть-чуть не успели вот здесь докрыть, не хватило оцинковки. Основная масса была накрыта. Как влупил ливень. И прям стеной стоял. И мы стоим под крышкой и радуемся. Там сейчас овцы находятся, там очень уже было сыро, дожди все равно шли. У нас в этом году замечательная погода для растениеводства. И дождь, и солнце. Дождь вечером пройдет, на утро тепло. И роса уже выпадает, и туманчики были. Влаги хватает. Ну и вот сейчас вот я уже хожу. Уже где-то, наверное, с неделю, как это все у нас накрыто. И я вижу, что под ней почва просыхает. И козам, и барашкам все лучше. Теперь осталось разобрать вот эти клетушки. Но это уже после забоя утки. И делать стены. От ветра загораживать. И теперь появилась новая, ну так, проблемка. Вот это что, видите, вот. Крыша кусочек пластиком закрыта, а пластик уже лежит, сколько, наверное, года 3. Его весь покоробило на солнце, на морозе. Вот, и он лежит просто на обрешетке, ну, то есть на досточках. А так как я фанеры натаскал довольно-таки прилично, теперь надо в спокойном режиме этот пластик поднимать, ложить фанеру и на фанеру уже прокладывать его хорошо, потому что затекает уже в сеновал. Но со временем еще поднакопим денежков, купим оцинковку и уже эту часть закроем. И тогда вообще голова болеть не будет. Получилось обалденно. И самое главное, что мы все очень этому рады. Вот сейчас я как раз нахожусь под навесом. И поверьте, друзья мои, я нарадоваться не могу этой конструкции. Вот смотрите, в 2 словах показываю. Ну тише вы, что вы? Вот кормушечка стоит. Они кушают, остается крупные. Ну такие баталыги мы их называем. Что баранчикам уже не хочется кушать. И вот я буквально вот так вот через заборчик беру вилы. И вот эти же баталыги я уже кинул поросятам. У поросят тоже, где открытое место, прошли дожди, грязновато. А вот это вот место, сейчас я вам... А вот здесь у них, в принципе, сухо. Можно всегда кинуть травки, соломки, сено. И они будут более-менее, хоть они и свиньи, но им тоже иногда надо в чистоте и в сухости поваляться. Вот видите, этот весь в грязюке. Сейчас об соломку оботрется, и будет им классно. Я говорю, не могу нарадоваться. А дожди идут. Беляш, заколебала, а? Иди отсюда.
Дожди идут, у них все здесь уже практически подсохло, сверху не капает. Вот здесь вот только немножечко. Ну, это все нормально. Основная площадь теперь укос сена сухое, овес всегда сухой. Ой, моему счастью нет предела. Друзья мои, я на высоте. В прямом и переносном смысле этого слова. Закрыли мы эту крышу. Хочу огромное спасибо сказать дяде Вове за работу. Это мы с ним сделали вдвоем. И спасибо отдельно его сыну. Ну и, конечно, Андрюхе. Андрюха — это тот, кто мне помог вот с этой оцинковкой. Я вам сразу скажу, она не то что бэушная, она лежалая, она где-то со следами коррозии, она где-то со следами белесости, но у нее толщина в основном 0,7, где-то есть 0,5. Я думаю, пока она прогниет, пока она проржавеет, ваш покорный слуга уже, наверное, не будет заниматься сельским хозяйством. Вот. Ну а так, если честно, где-то, если когда-то начнется, это легко залатать, легко отремонтировать. Самое главное, что вся эта площадь закрытая. А площадь, я вам скажу, тут обалденная. Вот на этом месте, где я стою, вот сейчас я подойду, встану на край. Кстати, я при монтаже этой крыши я практически перестал бояться высоты. Ну так, опасываюсь, но не сильно. Вот площадь вот этого навигатора. Помните фильм? В детстве в моем был фильм «Навигатор» американский. Там такой блестящий корабль летал. Мальчик улетел на несколько часов, а вернулся через 14 лет. Вот это навигатор или Ноев ковчег, называйте как хотите. Но это мое спасение. Это спасение моих животных от сырости, от влаги, от всяких болячек и от моего плохого настроения. 250 квадрат. Длина 25, ширина 10. Это только вот этого. Это навес. И вон та часть у меня тоже накрыта. Но там еще предстоит мне немного отремонтировать. Сейчас я вам покажу, что. Здесь у нас обрешетка. Здесь у нас фанера. И потом оцинковка. Швы промазаны мастикой для гибкой черепицы. О, инструмент забыл. Надо забрать. Он пригодится, когда будем чистить у перепелов поддончики. Теперь у меня здесь лежит профлист 0,35, по которому, пока мы работали, пару раз я наступил, и он прогнулся, будь он не ладен. Ну и вот эта сторона у меня закрыта просто. На обрешетке лежит черный пластик. Он от температуры его коробит. Образуются щели, заливается вода. Фанеры у меня осталось много. Буду постепенно демонтировать. Буду подкладывать фанеру. И на ровную поверхность, опять же, пока что буду ложить пластик. Потому что в этом году уже ни материала, ни средств нету. И думаю, чтобы у меня сено не замокало, я в этом году просто отремонтирую. А на следующий год, дай бог, я за зиму накоплю еще. Мне тут, я посчитал, надо 25-30 листов вот такой же оцинковки. И я все это закрою и буду спать спокойно. Классно. Знаете, как с высоты приятно смотреть на свое хозяйство. Гуси, утки, кабачки с тыквами. Вон батыр лежит. Далеко, но лежит. Трактор мой родимый, памятник стоит. Ждет, когда до него руки доберутся. Ой, как все замечательно в этой жизни, кто бы знал. Я теперь могу залазить на эту крышу. За моей спиной восток. Я могу встречать рассвет. И вон там где с другой стороны школа, там закат. Я могу встречать на этой крыше восходы и закаты. Радоваться жизни и радоваться тому, что я в этом сезоне, в этом году закрыл, слава богу, этот объект.
И теперь у меня душа спокойна и сердце поет. Лай, лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай.